Здравствуйте, вы на канале Medical Podcast. Это часть 2 кардиологии. Как обычно, мы начинаем наш урок с важные фразы и важные словарный запас. Первые три словарный запас вы увидите слово next, initial и третий еще next. Okay? Что это значит? Если вы увидите next, это значит ваш следующий шаг. Okay? Best next step, best initial step, most appropriate next step. Это значит, что вы должны делать следующее или что вы должны делать сразу. Представляю, что к вам приходит на прием пациенты все классические симптомы: менингит, напряжение мышцы, фотофобия, геморрагический сеп, положительный брузинский. Мы подразумеваем менингит. Что мы должны делать следующее? Я надеюсь, что вы думаете о broad spectrum antibiotics. Okay? Это что мы должны делать следующее. На экзамен они могут, допустим, поставить вариант А – broad spectrum antibiotics, Б – lumbar пункции или lumbar puncture по-английски. Если вы выберете lumbar puncture как next step, это неправильно. Okay? По рекомендации, если мы подразумеваем менингит, мы сразу должны начинать antibiotic therapy, broad spectrum antibiotic therapy. Поэтому next best step – это что надо делать следующее. Представляю, пациент приходит к вам еще с симптом тела, pulmonary embolism. Okay? Next best step – это будет сразу начинать гепарин. Okay? Next best step – это не будет КТ, это будет гепарин. Okay? Вопрос тоже может быть такой: most appropriate investigation. Okay, most appropriate investigation это будет наиболее подходящий исследование. Слово investigation это будет исследование. Okay, so допустим, к вам приходит на прием пациент с пневмония. Okay, what is the most appropriate investigation? Это будет chest X-ray или рентген грудной клетки. Okay. Most appropriate treatment, слово treatment это значит лечение. Иногда мы употребляем слово management. Okay? Most appropriate management for myocardial infarction или most appropriate management for stroke. Stroke означает инсульт. Single most likely diagnosis. В конце вопрос может быть: single most likely diagnosis это ваш диагноз, о чем вы думаете. Definitive investigation это будет окончательное исследование. Представляю, ваш пациент с рак пищевода. Когда мы подразумеваем рак с пищеводом, что будет? Как будет наша definitive investigation? Наша definitive investigation это будет эндоскопия, и мы должны взять биопсия. Биопсия это биопсия. Okay? Или ваш пациент с GERD, gastroesophageal reflux disease, reflux болезнь. Что будет definitive investigation? Это будет эндоскопия, ФГДС. PCI. PCI это percutaneous coronary intervention или coronary angioplasty. Я пропустил буква О здесь. Coronary angiography или coronary angioplasty это то же самое. Okay? Обычно британская литература использует PCI, американская литература часто употребляет coronary angioplasty. Okay? Ischemic heart disease, ишемический болезнь сердца, coronary artery disease и ischemic heart disease это одинаковые, synonyms, okay? Hemodynamically stable, если пациент hemodynamically unstable или hemodynamically stable, okay? Мы смотрим vital signs, okay? Vital signs – жизненно важный признак. Мы смотрим ЧСС, ЧДД, и артериальное давление. Если все будет в норме, мы можем говорить, что пациент is hemodynamically stable. Но если, допустим, ЧСС слишком повышено или слишком низко, или ЧДД слишком повышено или слишком низко, тогда мы можем говорить, что пациент is hemodynamically unstable. Okay? So the patient is hemodynamically unstable. Window period. Вот это слово помогает нам определить, если стоит делать thrombolytics или нет. Okay? Window period, чтобы делать thrombolytics для инфаркта миокарда, это будет 3 часа до 4 часа. Инсульт это будет 4 часа 30 минут. То есть, если пациент приходит к нам в больницу или скоро приходит к пациенту, это время, это называется window period. Это показание делать thrombolytic. Мы определяем, если thrombolytic therapy поможет пациенту или нет. Okay? Pain with exertion – это значит боль при физической нагрузке. Okay? Your patient comes to you in the ER complaining of
pain with exertion. Говорит, что доктор, когда я поднимаю лестницу, у меня боль в грудной клетке, я чувствую эту боль. Или когда я бегаю на набережной, я чувствую боль в грудной клетке. Okay? Это называется pain with exertion. Okay? TPA, thrombolytic therapy, TPA расшифруется как tissue plasminogen activator. Аритмия. Обратите внимание на произношение. Мы не говорим аритмия на английском, но мы говорим аритмия. Okay? Broad spectrum antibiotic therapy. Это будет широкий спектр антибиотик. Okay? Very easy and simple to understand. Okay? Pain description. Как ваш пациент может объяснить боль. Okay? Боль может быть stabbing pain, по-русски колющий боль, burning pain, жгучий боль, sharp pain это острый боль. Okay? Обратите внимание, sharp pain и acute pain. Acute pain тоже острый боль. Excruciating pain. Если ваш пациент говорит, что doctor, I'm having an excruciating headache, это значит у меня очень сильная головная боль. Excruciating это значит очень больно. Okay? Neuropathic pain. По-русски невропатический боль. Представляет ваша пациенте trigeminal neuralgia, то есть воспаление троичный нерв или воспаление другой нерв можно вызвать neuropathic pain. Chronic pain, хронический боль. Okay. Вопрос. Вы должны просто зубрить. Okay. Это называется pain scale. Когда пациент приходит к нам на прием, жалует о боли, мы должны определить, насколько боль очень серьезна. Поэтому мы используем pain scale. On a scale of 1 to 10, how bad is your pain? Можно просто так задавать этот вопрос. On a scale of 1 to 10, how bad is your pain? Зачем нам нужен pain scale? Нам нужен pain scale, чтобы определить, какой analgesic поможет этот пациент. Может парацетамол, может NSAID, NSAID это будет МПВС, или может наркотический analgesic. Okay? So, это почему мы должны использовать pain scale. Начинаем. What is the main cause of death within the first 24 hours of myocardial infarction? Okay. Cause это переводится как причина. Okay? Вопрос, какая главная причина смерти в первые 24 часа от инфаркта миокардия? Я надеюсь, что вы думаете об аритмии. А если вопрос будет, какой именно аритмия вызывает смерть 24 часа от инфаркта миокардия? Я надеюсь, что вы думаете об ventricular fibrillation. Okay? Давай посмотрим наш кейс. Нажмите паузу, если вам нужно время, подумать об кейсе и выбрать ответ. Okay? И я хотел, чтобы вы поняли мысли кейс и не переводить слово на слово. Вы просто должны понимать, о чем кейс. Okay? Начнем. A 55-year-old carpenter presents with a history of sudden chest pain which radiates to his jaw, accompanied by shortness of breath which started 2 hours ago. An ECG was done which shows a sinus rhythm without ST elevation. Which is the single most appropriate investigation? Okay? Слово carpenter – это плотник. Okay? Sudden – это значит внезапно. Это очень важная информация. Sudden и gradual. Okay? Я ошибался. Тут не должен быть буква Т. Sudden. Просто так. Okay. Вопрос спрашивает single most appropriate investigation. Важно исследование. Okay? У нас пациент 55, он работает как плотник. Он пришел к нам на прием, жалует об боль в грудной клетке, который радиет в лопатках. Все классические симптомы инфаркта. У него еще одышка. Дальше мы делаем ECG, и мы видим, что у него синусовый ритм без подъема ST. Что это значит? Что у него не инфаркт, и мы должны отпустить его домой? Нет. Инфаркт может случиться без подъема ST. Okay? Предыдущий урок мы говорили про NSTEMI и STEMI. NSTEMI означает Non-ST Elevation Myocardial Infarct. STEMI означает Non-ST Elevation Myocardial Infarction, то есть инфаркт миокарда без подъема ST. И STEMI это ST Elevation Myocardial Infarction. Поэтому, если пациент нету ST elevation или подъем ST, это не значит, что у него нет инфаркта, и мы не должны опустить его домой. Мы все равно должны госпитализировать его. Okay? Как
вы думаете, что будет most appropriate investigation, наиболее подходящее исследование? Okay. Явно мы не будем делать рентген грудная клетка, эхокардиограмм нам пока что не нужен, Holter ECG нам не нужен, exercise stress test нам не нужен в такой случай. Поэтому если вы выбрал кардиотропонин, это правильно. Okay. Мы должны делать кардиотропонин, когда мы подозреваем инфаркт, мы делаем ЭКГ не показывает подъем СТ, мы должны делать несколько кардиотропонин. Okay. Let's move to the next case here. A 69-year-old woman has a sudden burning chest pain and shortness of breath that started 4 hours ago. The pain was associated with nausea, vomiting, diaphoresis. Her ECG on admission shows ST elevation in leads 2, 3, and AVF. Oxygen has been started and the patient is given sublingual GTN, which has improved her chest pain. She was given 300 milligram aspirin by ambulance crew. Her heart rate is 70 beats per minute and her respiratory rate is 18 breaths per minute. What is the single most appropriate next step in management? Okay, next step, что мы должны делать следующее, наш следующий шаг. Okay, A, low molecular weight heparin, низкий молекулярный гепарин. Okay, streptokinase, warfarin, aspirin или continuous current management. Okay, давай подробнее понимать кейс. У нас есть пациент, женщина 69, приходит к нам со все классические симптомы, инфаркт миокарда. У нее симптом начал 4 часа назад, okay? 4 hours ago, 4 часа назад, то есть нам дал window period, okay? Если мы знаем window period, это значит, что мы можем делать тромболитик, okay? Window period для назначения тромболитик при инфаркте это 3 часа до 4 часа мы можем делать тромболитические терапии, okay? Тут кейс дает нам уже информацию про ЭКГ. Мы снимал ЭКГ этого пациента, и мы видим ST elevation in the leads. Leads это отведение, второй, третий и AVF, okay? То есть где будет локализация инфаркт. Inferior myocardial infarction, нижний инфаркт миокарда, okay? Мы уже начал терапию моно. Мы отдал пациент кислород, мы отдал пациент 300 мг аспирин. Мы, в принципе, начал лечить, как мы должны делать. What is the most appropriate next step in management? Okay, как вы думаете? Если вы выбрали ответ streptokinase, вы прав. Okay, streptokinase is a thrombolytics. Okay, если тут не было streptokinase, мы можем просто писать altiplase. Altiplase тоже thrombolytic. Okay, warfarin нам не нужен warfarin для лечения инфаркта миокарда. Аспирин мы видим, что тут уже было назначено, поэтому мы можем сразу тромболитик сделать, да? Но представь, что вопрос не был streptokinase и был PCI, окей? Что будет наш следующий шаг? Next best step in management. PCI, окей? Даже если вопрос был вариант streptokinase и PCI, мы всегда должны выбрать PCI, потому что PCI диагностический и терапевтический, то есть мы делаем диагноз одновременно и одновременно мы лечим пациента, okay? Indications to thrombolytic therapy или to thrombolysis. Contraindication это значит противопоказание, okay? Если у пациента в истории stroke, который случилось 3 месяца назад, thrombolytic therapy это contraindicated, противопоказан. Head trauma 3 months ago. Головная травма это тоже contraindication to thrombolytic therapy. Blood pressure greater than 180 and 110. Если артериальное давление выше 180 на 110, мы сначала должны снизить артериальное давление, потом мы начинаем thrombolytic therapy. Okay. History of intracranial bleeding. История внутричерепной кровотечения, subarachnoid hemorrhage, subdural hemorrhage, extradural hemorrhage. Это абсолютно contraindication. Absolute contraindication to thrombolytic therapy. Okay. Если у пациента INR больше, чем 1.7, 1.7, это тоже contraindicated for thrombolytic
therapy. Okay, 30 case. A 72-year-old woman is brought by her husband as she has sudden chest discomfort, palpitation, and epigastric pain, which started 1 hour ago. She has been feeling nauseous. She denies pain radiating to the arms and neck. There is ST elevation seen on leads 2, 3, and AVF on ECG. Oxygen has been started. She's given sublingual GTN and diamorphine, which has improved her chest pain. Her heart rate is 90 beats per minute and her respiratory rate is 18 breaths per minute. What is the single most appropriate next step in management? Okay, low molecular weight heparin, PCI, streptokinase, warfarin, altiplase. Okay, мы опять же видим классический симптом инфаркта миокарда и неспецифический симптом. Okay? Nausea, тошнота, рвота – это все неспецифический симптом инфаркта миокарда. Кстати, здесь я забыл вам объяснить слово diaphoresis. Diaphoresis – это наше слово, медицинский слово, который означает потливость. Okay? Пациент не будет говорить, что «Doctor, I have diaphoresis». Нет, это наше медицинский слово. Обычно английский diaphoresis – это будет sweaty, okay? Потливость. Дальше к вопросу. Да, мы видим классический симптом инфаркта миокарда. Мы уже назначил кислородную терапию, мы уже дал пациент морфин, GTN это nitrate, sublingual это под язык. У пациента симптом стал лучше после всей этой терапии. Что мы должны делать следующее? Okay? Если вы выбрал PCI, вы правы, okay? PCI. Если вариант, или если у нас выбор между streptokinase и PCI, мы всегда должны делать PCI. Обычно мы тромболитикс делаем, если сосудистый центр недоступно. Представь, ваш пациент, который живет далеко от сосудистого центра. Да, при этом случае мы можем назначить altiplase или streptokinase, это наша тромболитикс. Но если сосудистый центр рядом, PCI is always the best choice of management. Okay, let's go to case number 4. A 53-year-old man notices occasional left-sided chest pain for the past few weeks that lasts less than 30 minutes following exercise. The pain is relieved when resting. He smokes 10 cigarettes a day for the past 20 years. What is the single most likely diagnosis? Unstable angina, decubitus angina, stable angina, coronary spasm, myocardial infarction. Okay. У нас есть пациент 53, мужчина, приходит к нам на прием, и он говорит нам, что доктор, я чувствую боль, когда я бегаю на набережной. Okay. Но когда я приеду обратно домой, я включаю телевизор, смотрю Netflix, у меня эта боль уходит. Okay. Как наша фраза будет? Chest pain on exertion, okay? Боль при физической нагрузке, который станет лучше при покое, okay? Классический симптом. Если вы думаете об stable angina, вы правы, okay? Чем разница между stable angina и unstable angina? Unstable angina, боль приходит при покое. Пациент приходит к вам и говорит, что доктор, я смотрел матч между CSK Москва и Zenit Санкт-Петербург. И у меня просто начал боль. Это было очень больно, поэтому я вызвал скорую. Боль при покое – это unstable angina. Okay. Есть еще другие angina. Есть cocaine-induced angina. Ваш пациент, который употребляет кокаин, у них тоже может быть боль в грудной сердце, в грудной клетке, они могут приходить к нам на прием, и потом мы узнаем, что, окей, они принимают кокаин. Это неудивительно. Это называется cocaine-induced angina. И как мы лечим cocaine-induced angina? Мы назначаем nitrates тоже, и мы назначаем calcium channel blockers. Calcium channel blockers помогает лечить cocaine-induced angina. Есть еще coronary spasm или Prince metal angina. Prince metal angina представляет ваш пациент, женщина. Это обычно часто в этой демографии. Женщина приходит к вам на прием, говорит, что доктор Сергей, когда я просыпаюсь рано утром, я чувствую очень сильно боль в грудной клетке. Но потом в течение дня боль уходит. И обычно у этого пациента будет мигрень в истории болезни. То есть женщина приходит к вам боль, который
очень сильно утра, и когда мы смотрим историю болезни, мы узнаем, что у нее мигрень. Это будет Prince Metal Angina, окей? Какое лечение Prince Metal Angina? Мы лечим прямо как cocaine-induced angina. Мы должны назначить calcium channel blockers или nitrate, окей? Лечение stable angina, это тоже будет nitrate, окей? Пациент станет легче после применения sublingual nitrate или под язык, okay? Sublingual под язык nitrate. Но unstable angina nitrate не поможет, okay? Nitrate не поможет. Workout for an unstable angina. Как мы должны диагностировать unstable angina? Да, конечно, когда пациент приходит к нам на прием с unstable angina, мы пугаемся, мы думаем, что происходит инфаркт. Мы используем монотерапию. Не забудь про монотерапию. Монотерапия это морфин, oxygen, nitroglycerin, aspirin и clopidogrel. Мы начинаемся, потому что мы не знаем, это может быть инфаркт, и не только unstable angina, окей? Но представь, что пациент пришел, все классический симптом, инфаркт, мы делаем ЭКГ, ЭКГ нормально, мы госпитализируем этот пациент, который мы должны, кстати, делать. Обязательно госпитализировать при unstable angina. Мы делаем много тропонин, пусть будет, что мы делаем 4 тропонин. Но мы ничего не видели, тропонин в норм. Тогда мы поставим диагноз unstable angina. Если мы уже поставили диагноз unstable angina, что мы должны делать? Мы должны планировать exercise ECG или stress ECG. Okay? Обратите внимание, пациент, который принимает бета-блокад, бета-блокерс и CCB, мы должны останавливать бета-блокад и CCB перед стресс-тест. Я не знаю почему, но есть в литературе, если пациент принимает бета-блокерс и calcium channel blockers, они должны останавливать до стресс-теста. Если вы знаете причин, пишите, пожалуйста, в комментарии. Пациент, который тоже принимает диджоксин, мы так произносим, диджоксин, по-русски дигоксин, мы должны делать эко. Да, потому что если пациент принимает диджоксин, это может обманывать результат стресс ECG. Поэтому мы обязательно должны делать экокардиографию на этот пациент. Показано, окей? Представь, что мы делали стресс-тест, и ответ был положительный, окей? Positive стресс-тест. Что мы должны делать следующее? Мы должны отправлять пациента в cath lab. Okay? Что такое cath lab? Cath lab это PCI. Мы должны делать coronary angiography, сосудистый центр. Okay? Положительный стресс-тест мы должны планировать angiography для этого пациента. Okay? Мы возвращаемся в этот вопрос. Какой организм является причиной острого перикардита? Okay? Pericarditis. All right. Now, case number 5 и последний case. A 48-year-old man has continuous anterior chest pain, which is worse on expiration. 4 weeks ago, he had a myocardial infarction. His temperature is 37.5. His blood pressure shows an ESR of 82. What is the single likely explanation for abnormal investigation? A, pulmonary embolism. B, cardiac tamponade. C, atrial thrombosis. D, left ventricular aneurysm. И Дресслер синдром. Мы можем сразу исключить несколько вариантов. Мы можем исключить pulmonary embolism, это не может быть. Cardiac tamponade, тут мы не видим Beck's triad. Если вы забыл про Beck's triad, посмотри предыдущее видео. Atrial thrombosis, это не может быть. Нам остается Дресслер синдром. Okay. Пациент 48 приходит к нам на прием, говорит, что мы смотрим историю, мы узнали, что у него был инфаркт 4 недели назад. У него есть температура 37.5, это значит, какой-то инфекция приходит. ESR тоже повышена, это дает подсказка, что есть воспаление. Окей. Главное, жалоб здесь, наша пациент говорит нам, что, доктор, знаешь что, когда я делаю глубокий вдох, у меня боль усиливает, но когда я поклоняюсь вперед, боль станет легче. Да, если вы думаете об Дресслер синдром, вы прав. А если не был Дресслер синдром, в вариант может быть
acute pericarditis, окей, острый перикардит. Я заметил, что обычно экзаменатор не положит Dressless синдром и acute pericarditis вместе, но если они хотят быть злые, они могут еще acute pericarditis положить в вариант, и вы должны просто выбрать между Dressless синдром и acute pericarditis, и это будет жесть, окей. Но вы выбрали между Dressless синдром и acute pericarditis после инфаркта, время здесь будет очень важно, окей? То есть Dressless синдром это происходит 3-4 недели после инфаркта миокарда, и acute pericarditis происходит 2-3 дня после инфаркта миокарда, окей? Возвращаемся в этот вопрос. Which organism is the most likely cause of acute pericarditis? Если у вас будет такой вопрос, okay, какой организм является причиной острого перикардита, вы должны выбрать между бактерией или вирус. Вирус. Что вы думаете? Если вы говорите вирус, вы правы. Okay? Вирус вызывает acute pericarditis. Поэтому мы acute pericarditis лечим с НПВС. Мы не лечим acute pericarditis с антибиотик. Мы лечим инфективный эндокардит с антибиотик. Кстати, наш следующий урок мы будем разбирать кейс про инфарктив перикардитис. Это очень важная тема, и если вы готовитесь к PLAB или STEP 2, 100% будет вопрос про инфарктив эндокардитис. Мы на этом заканчиваем наш сегодняшний урок. Если вам понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь, поделитесь с вашими друзьями. Всем пока и увидимся на следующий урок.